Друзья, я согласен. Вот эта штука, конечно, выглядит супер жестко. Но если вы присмотритесь, то вот тут у нас работает Claude-код, вот тут у нас работает Py, который мы разбирали несколько последних видео, а вот тут у нас работает кодекс, все это в параллели. Довольно удобно за этим наблюдать, смотреть, какие результаты уже сделаны, ну и, в принципе, менеджерить всю эту красоту. Что это вообще такое? Наверняка, если вы интересуетесь темами автоматизации на основе искусственного интеллекта, то вы уже слышали про такую штуку, как Tmax, и, скорее всего, вы уже поняли, что это что-то очень жесткое для разработчиков. Ну, естественно, это правда, это что-то жесткое для разработчиков, но для нас, как для людей, которые автоматизируют свои процессы, эта штука дает тоже очень большие плоды и улучшения, потому что эта штука позволяет нам запустить сразу несколько терминалов, ну, если быть точнее, сессий или панелей прямо в нашем поле видимости, менеджерить это все, смотреть, каким образом наши агенты отрабатывают. Ну и самое главное, даже если мы закроем этот терминал, то все наши агенты будут продолжать работать. В этом есть основное преимущество Tmax. Вообще Tmax — это терминал-мультиплексор. Соответственно, мы можем запускать сразу несколько терминалов, вернее, окон или сессий терминалов. И это не так страшно, как вы думаете, даже если вы не любите терминалы. Возможно, после сегодняшнего видео вы их полюбите, потому что это супер интересный и мощный инструмент. Итак, как я уже сказал, Tmax — это мультипликатор нашего терминала, очень популярная штука, почти 50 тысяч звезд на GitHub, open source, вы можете перейти на эту страницу, посмотреть, каким образом он устанавливается. Устанавливается он очень быстро, моментально, и после этого сразу доступен нам для работы. Ссылки на ресурсы, которые мы сейчас с вами пройдем, я положу в свою бесплатную телеграм-группу, залетайте, забирайте. А нам, по сути, достаточно в нашем основном терминале выполнить вот эту команду, и после этого вся магия начинается. Итак, Tmax — это действительно штука безграничных возможностей, но то, что нам нужно знать про его конструкцию, такие вещи. По сути, его архитектура состоит из таких понятий, как сессия. Внутри сессии у нас может быть окно, внутри окна у нас может быть панель. То есть мы с вами создаем некоторую сессию работы с терминалом. Внутри этой сессии автоматически создается окно, а внутри этого окна создаются разделения на панели, то есть те самые красивые вещи, которые мы увидели в самом начале видео. Так как это сессия, а это окно, то окон внутри сессии может быть сразу несколько, а внутри каждого окна может быть несколько панелей, с которыми работаем. Но так как Tmax бесконечно расширяем, то и самих сессий рядом с окнами и с внутренними панелями может быть любое количество. Это уже будет слишком сложно. Нам нужно запомнить вот этот базовый концепт, которого хватит вам для любого количества действий поначалу. То есть у вас будет сессия, внутри будет окно, в окне панельки. Мы сейчас с вами поговорим про работу нескольких агентов в рамках одной сессии в нескольких панелях. Как это все делается? Проще всего нам стартовать с обычной команды Tmax. Мы нажимаем, тоже мало что меняется, но внизу появляется вот такая зеленая полоска, которая говорит, что мы в каком-то другом режиме. На первый взгляд мы можем работать как раньше, например, просто запустить наш Claude запускается. Но теперь в Tmax есть умолчательная супер комбинация клавиш, которая звучит как Ctrl-B. Соответственно, как только мы нажимаем эту комбинацию, мы входим в специальный режим, который позволяет нам делать манипуляции с Tmax. Я нажимаю Ctrl-B и клавишу проценты, и у меня разделяется мой терминал на две части. Кстати, вот эта штука справа и есть новая панель. То есть теперь у нас, по сути, открыто две панели. Левая и правая. Магия в том, что этот процесс неостановим. Я нажимаю Ctrl-B, клавиша процентов, у меня еще одна панель образуется. Кстати, все популярные комбинации я положу в свою бесплатную телеграм-группу тоже, как отдельный файлик, так что там тоже забирайте. Дополнительно я могу создать горизонтальную панель Ctrl-B, кавычки, и у меня еще одна панель горизонтальная. Таким образом, я могу играться сколько угодно и создать такую конфигурацию панели, которая мне нужна. Если мне какая-то панель не нужна, я нажимаю команду Exit, и у меня закрывается моя панель. Таким образом, вы можете запускать все ваши любимые оболочки. Например, вот слева у меня сейчас Claude, справа Py. Еще бывает, в зависимости от необходимости, вы захотите запустить, ну, допустим, кодекс. Соответственно, я нажму здесь комбинацию клавиш, чтобы разделить мои панели по горизонтали. Здесь ввожу кодекс, и у меня, получается, все мои три оболочки работают прямо у меня в одном терминале. Круто! При этом три оболочки запущены, четвертая панель работает как обычный терминал, то есть я могу что-нибудь сделать, например, там, запустить пинг, у меня отрабатывает просто это как обычный терминал, а оболочки в этот момент ждут моих команд. Например, своему Claude я могу сказать: сделай исследование, посмотри, каким образом можно добраться пешком из Лиссабона до Мадрида, результаты положи в отдельный текстовый файл. Запускаю свой Claude, чтобы сессия началась. Теперь я могу, например, если я хочу, чтобы мой Py делал то же самое, я просто ту же
самую команду отправляю в свой Py, и в параллели, так как меня еще ждет мой кодекс, я отправляю это же и в кодекс. Мы сейчас видим, как у меня, по сути, в параллели начинает все запускаться. Вот мой Клод говорит, что мне нужно заново залогиниться. Хорошо. Как вы видите, мои другие сессии никоим образом не прерываются. Все у меня остальные агенты работают в тот момент, когда я буду логиниться в свой Клод-код. Вот у меня логин произошел. Теперь я могу продолжать работать и просто так сказать: продолжай. Все, у меня пошла работа. Что нам нужно знать про Tmax? Я в любой момент могу нажать комбинацию клавиш Ctrl-B-D, и в этот момент у меня все исчезает. То есть мы как будто бы закрыли свой терминал, но так как Tmax поднимает собственный сервер, когда мы с ним работаем, все наши процессы, все наши оболочки продолжают работать со своими задачами, а мы можем просто закрыть терминал и, например, уйти по своим делам. Теперь, если мы введем команду tmax ls, то мы увидим, что у нас одновременно работают две сессии. Сессия 0, сессия 1. При желании мы можем стартовать еще одну сессию и так делать до бесконечности. Если мы наберем tmax new -s и ишенка, нажму Enter, то мы сейчас получим с вами еще одну сессию, которая будет работать в параллели с остальными. Теперь, если выйду обратно и еще раз введу команду tmax ls, мы видим, что у нас уже три сессии: 0, 1 и ишенка. Мы можем в любой момент подключиться к нашей любой сессии. Соответственно, мы хотим посмотреть, каким образом у нас там отрабатывают наши агенты и ищут пути от Лиссабона до Мадрида. Пишу tmax a, то есть attach, присоединиться к сессии, -t, и нас интересует сессия под именем 1, нажимаю Enter, и мы видим, что мой Py работает, мой кодекс уже справился, уже мне выдал какой-то результат, мой Клод-код спросил какой-то вопрос, я забыл на него ответить, и он до сих пор ждет ответа на этот вопрос. Теперь, если мы перейдем в наш файловый менеджер, кодекс наш, который отработал и написал в текстовый файл всю инструкцию, как добраться пешком из Лиссабона до Мадрида, уже положил свой текстовый файл к нам в каталог. Теперь мы можем Ctrl-B-D уйти обратно к нам в терминал, то есть закрыть сессию, оставить ее рабочей. Важный нюанс: если мы хотим, чтобы Tmax работал так, как он представлен в моей сессии, то есть он реагирует на курсор, как вы видите, у меня с помощью курсора можно переводить фокус с панели на панель. Для этого нам нужно будет прописать чуть-чуть конфигурации в Tmax. По умолчанию у вас конфигурации нет никакой, но если вы создадите в вашей домашней директории файл, который называется .tmax.conf, то там вам нужно будет прописать буквально парочку простых конфигураций. Set mouse on, то есть это как раз возможность Tmax отлавливать положение вашего курсора и менять фокус с панели на панель. И также возможность расширить историю, которую мы видим в Tmax, чтобы, например, не обрезался вверх нашей сессии, когда мы очень долго общаемся с нашим Клод-код. Мы можем сами настроить, какое количество строк мы будем видеть в нашей истории. Соответственно, 50 тысяч точно хватит на самые даже крупные сессии. Прописали, сохранили, закрыли, после этого перезапустили наш Tmax, и все готово. После этого курсор начинает подхватываться терминалом. Кстати, друзья, если вы интересуетесь тематикой искусственного интеллекта, агентами, оболочками, автоматизациями, то обязательно заскакивайте в нашу про-группу, потому что там огромное количество материалов, есть мастер-классы по Клод-код, N8N, Google Antigravity, где вы сможете почерпнуть базовые знания и развивать свои знания, которые уже есть в сфере искусственного интеллекта, поэтому обязательно заскакивайте к нам. Ссылка тоже будет в описании и в закрепленном комментарии. И как вы понимаете, очень много ценностей кроется в Tmax. Если у вас, например, где-то есть свой развернутый сервер, и вы хотите запускать все ваши оболочки там, то есть совершенно не зависит от того, работает ли у вас ваш собственный компьютер либо нет. То есть запустили задачу на нем удаленном сервере, потом выключили свой компьютер, задача продолжает выполняться, вы из любого места коннектитесь к вашему серверу, ну и перепроверяете. Вот, допустим, у меня крутится где-то мой удаленный сервер, я захожу туда, ввожу пароль, вот я уже на своем сервере. Здесь я себе хочу установить Tmax, соответственно, выполняю команду из документации Tmax, жду, пока он установится, установился, перепроверяем, какая версия у нас здесь стоит, то есть видим, что версия установлена, нужная нам, и теперь я уже на удаленном своем сервере выполняю команду Tmax, мне создается автоматически новая сессия, так как мы с вами уже умеем создавать панели, создаем новую вертикальную панель, таким же образом мы создаем с вами новую горизонтальную панель. Теперь, если мы с вами выйдем из сессии, то есть Ctrl-B-D, мы выходим с вами из сессии, и даже если после этого мы закрываем с вами сессию работы с нашим терминалом, и теперь возвращаемся туда же, вот мы попадаем обратно к нам на сервер, и если мы теперь проверим, какие сессии у нас работают, мы увидим, что у нас до сих пор работает одна наша сессия первая, и теперь, если выполним команду tmax attach и
название этой сессии, мы видим, что вот она, ровно та сессия, которую мы с вами создали до того, как ушли с нашего сервера. Друзья, ну что, это дает на самом деле очень широкие возможности в конфигурировании наших агентов, то есть мы можем их развернуть у себя на компьютере, либо на удаленном сервере, менеджерить их сессии, делать так, чтобы они не заканчивались, когда мы закрываем сессии работы с терминалами. И это только самая малая часть того, что можно делать. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте лайк этому видео, пишите какой-нибудь комментарий, давайте оставаться на связи и до скорых встреч!